long suppression. Это случилось в результате очень долгого повторяющегося подавления. So it is for centuries and centuries in all the nations. В течение веков и веков, столетий и столетий в разных нациях Always there is this wrong procedure of suppressing what is coming out. Бесконечное количество раз эта процедура подавления внешних проявлений болезни. Because the human being gives importance to outward appearance but doesn't care for what is happening inside. Потому что человечество все больше внимания уделяло внешнему и меньше изучало внутреннее. Just an example how you have to understand this about Sora. Один маленький пример, как вы можете понимать псору. Suppose I got some pimples on my face. Например, у меня появились угри на лице. So it is a fact that the pimples are formed. Ну вот такой факт, у меня появились угри. But how I have to act with this? Но как я должен поступить с ними? I must try to find what is the cause of this, why it has come out. Я должен попытаться понять, почему появились угри. And the right way of dealing with this is to find the cause and get treated for the internal cause, so that this will disappear at the end. When the cause is eliminated, effect is eliminated. И правильным алгоритмом действия является найти внутреннюю причину, устранить эту внутреннюю причину, тогда ее внешнее проявление тоже исчезнет. But what happens when I start thinking of these pimples on my face, then I start thinking what the other persons who look at me, how they will think of me. Но что будет, если я буду думать, о, у меня такие страшные прыщи, что подумают обо мне люди, когда на меня посмотрят? So this makes the person constantly think how quickly I can make it disappear, because такие мысли наводят на то, что человек начинает думать, как бы побыстрее освободиться от этих угрей. Here, when you think of other person, you don't know what the other person is thinking, but you may assume. И здесь начинается вот это вот неправильное мышление, потому что мы начинаем думать, а что обо мне подумают люди. При этом мы, естественно, не знаем, что они обо мне подумают. Мы начинаем предполагать, что вдруг они подумают. If I assume that the other person may think bad of me, и если я предполагаю, что другой человек может плохо обо мне подумать, so that is one of the expressions of Sora. Это уже первое проявление псоры. This miasm makes a distortion in our thinking. Потому что этот миазм разрушает наше правильное мышление. So our intelligence, our common sense, they are all distorted. Наш разум, наш здравый смысл, он начинает разрушаться. If a person who is free from Sora, если человек, который свободен от псоры, that person will not make any such type of thinking that what other person is thinking about me. Что бы с ним ни происходило, он никогда не будет думать о том, что подумают обо мне другие люди. Потому что само это предположение, что другие могут о тебе подумать, оно... If the other person thinks bad about me, it is his problem, not your problem. Почему? Потому что если другой человек подумает плохо обо мне, это, собственно, его проблема, а не мои. So this is a right understanding. Это правильное понимание. But this miasm will not allow us to have right understanding. Но миазм не позволяет нам правильно мыслить. So see how this miasm is affecting the very logic and thinking of the person. Обратите внимание, как миазм поражает саму логику человеческого мышления. Then you may ask that how for the first time the Sora entered into the human race. Тогда возникает вопрос, а как же вообще впервые, когда произошел этот сбой, что псора вошла в человеческую конституцию? Suppose there is a person who is completely free from Sora. Например, есть человек, которому совершенно псора не свойственна. В смысле, у него нет этого миазма. And for such person, how the Sora entered and afflicted his constitution. Как же может появиться псора в нем? So what happens is, что происходит? We are subjected to many sort of situations where we will have a shocking instances, a shock.
Мы живем в таком мире, что часто возникают, ну, может, слава богу, не часто, но порой возникают такие ситуации, которые приводят нас в состояние шока. То есть какие-то очень неожиданные, очень какие-то болезненные ситуации. So for example, Например, when you happen to see some great crime, вы случайно увидели совершение какого-то ужасного преступления. like some person is killing some persons, Стали свидетелем чьего-то убийства. you know, nowadays it has become very common, В наши дни это terrorism and all these things. достаточно частое явление, это терроризм очень развит. So, or when you happen to read something like crime or all these things, Или вы прочитали книжку, в которой описываются какие-то страшные преступления. then this creates a sort of shock on your mind. Это встряхивает ваш ум и приводит его в состояние шока, Because this situation is not natural. потому что эта ситуация неестественна. Or suppose you are confronted with a situation where it was frightening you also. Или, например, вы оказались в ситуации, когда вы претерпели очень большой испуг, ситуацию, которая вас сильно напугала. So this fear also creates a shock. Этот страх, он тоже создает шок. And when your mind is not yet afflicted by sora, И ваш ум еще не поражен псорой, then this shock, тогда the effect of this shock этот эффект шока is very quickly transferred to the level of vital force. очень быстро переходит на уровень жизненной силы. And from there very quickly transferred to the physical level and brought А on с the этого surface of the уровня skin. также быстро переходит на уровень физического тела. So that means when any sort of И выбрасывается на его shocking поверхность. effect is there on the mind, То есть, если что-то такое произошло, травмирующее для ума, ум быстро that is transferred from the level of mind to the level of vital force. быстро очень передает это на уровень жизненной силы, и жизненная сила быстро это выбрасывает на поверхность физического тела. And ultimately to the physical level and the outermost layer. И в физическом теле на его самый поверхностный слой кожи. So then it appears a sort of eruption on the skin. Тогда этого человека покроет сыпь. But you may ask then, we have so many times, so many shots, but immediately we are not getting eruption. Но вы тогда спросите, мы уже стольким, являемся свидетелями стольким ужасным каким-то вещам, а почему же мы все время не покрываемся сыпью? This is because already our constitutions are already from generations affected by the miasms. Это происходит только по одной причине, потому что на протяжении многих уже поколений мы все поражены миазмами. If a person is free from miasms, then this process of transferring this shock effect to the outermost layer is very quick. Если человек здоров и не поражен миазмами, то вот эта передача грязи, эмоциональной грязи с уровня ума на поверхность тела, она происходит очень быстро, в течение нескольких часов. When we are already affected by the miasms and already many suppressions were made before, Но когда мы поражены миазмами и много подавляющих действий было уже сделано, so this process becomes very slow. этот процесс становится очень-очень медленным. That is why we can't relate these two incidents together. Настолько медленным, что мы не можем провести корреляцию между этими двумя событиями, между шоком перенесенным и какими-то отдаленными последствиями его на физическом уровне. So when you take the example of this ideal person who is not afflicted by sora И когда before, мы возьмем пример этого идеального человека, который еще совершенно здоров, и в if нем such нет никаких situation миазм, happens, если такая ситуация с ним произойдет, when the eruption appears on the skin, когда через несколько часов после шока у него появится высыпание, so the eruption stays for a short time until the whole effect is cleared out. тогда эта сыпь, она сама собой проходит в течение нескольких дней. And then the constitution of the person becomes normal. И тогда конституция человека остается не затронутой никакими болезнями. But when this eruption is dealt
Но by the external means. но как только мы начинаем подавлять эти внешние проявления или как-то предпринимать какие-то усилия для их устранения And suppress it repeatedly, со стороны внешней, и если мы делаем это не раз и не два, а многократно, then this toxic effect enters into the internal organs, and to save them, this again is transferred to vital level. тогда токсины, они опять идут на тонкие уровни, принимают обратный ход и возвращаются на уровень ума. And at the vital level, if it is allowed to stay for a long time, it is dangerous for the vital functions. И как мы уже говорили, если на уровне жизненного тела очень долго остаются эти токсины, то это очень опасно для жизни человека. Therefore, it is transferred back into the mental level. Именно поэтому они жизненный уровень проходят транзитом и возвращаются именно на уровень ума. Now it is established as Sora in the mental level. И в этот момент как раз в нашем уме утверждается псора. When once established at the mental level, it will not leave the person so easily. А если она уже утвердилась в уме, тогда освободиться от нее уже становится очень трудно. Она не так легко покидает человеческую конституцию. And it is inherited to the next generation, invariably. И она неизбежно будет передаваться с последующим поколением, от поколения к поколению при рождении детей. So the next generation, they are born with Sora. И тогда следующее поколение уже рождается с псорой в своей конституции. So this is how Sora has afflicted the human kingdom. That is what is proved very much by Dr. Hahnemann. Именно так псора поражает человеческую конституцию, и это научно доказано доктором Ганиманом. There's a question. Yes, I know. Okay. Скажите, пожалуйста, можно ли считать вакцинацию ребенка проявлением псоры, реакции на вакцинацию в виде сыпи? Стресс – это укол и проявление кожное. She's asking if when vaccination child develops this rash, can it be a reaction like this psoriatic reaction? Yes, when you make a vaccination, first of all, vaccination itself is not scientific process. Ну да. Начнем с того, что вакцинация это не научный процесс. Because that has so many defects, and the procedure itself is a wrong procedure. Потому что она имеет очень много дефектных сторон, и сама процедура она дефективная. Неестественная, наверное. Неестественная. Она неправильная. Ну, неестественные попадания микроорганизма. It is also not natural, for sure. Yeah, it is not natural because Конечно, она неестественная. it is not a right procedure. И она, главное, неправильная. Because vaccination, all the vaccines you are introducing on the physical level. Потому что вакцинацию мы делаем на физическом уровне. And without any similarity. Без учета подобия. And there are many defects in vaccination because to fix the vaccination they are using very dangerous metals also. Но самое главное, что, то есть не самое главное, а еще очень важно то, что они саму вакцину производят очень нездоровым способом и в качестве консерванта используют соль тяжелых металлов. And these metals очень плохие вещи. They will stay in the constitution and they keep on producing their own toxic И conditions. эти тяжелые металлы, соль тяжелых металлов, они остаются в Конституции, продолжая вновь и вновь производить свою собственную болезнь. So, about your question, when there is a reaction towards this... насчет вашего вопроса, когда вот есть такая реакция на кожу. Yes, our vital force will invariably starts a reaction. Да, это действие жизненной силы. Она неизбежно начинает эту реакцию, она пытается освободиться. So, whenever any substance except the food substances, какая бы субстанция, кроме пищевой, не поступила в нашу Конституцию, when they are introduced into the Constitution, когда она поступает в Конституцию, then immediately the vital force starts its second reaction, its reaction. Жизненная сила немедленно начинает свое вторичное действие по исторжению ее. It is a process to eliminate these substances, all these factors which have entered into the body.
Это действие жизненной силы, это процесс по устранению возбуждающего фактора из Конституции. That is a natural process. Это естественный процесс. That is a defense mechanism. Это же действие защитного механизма. Я не знаю, первый, наверное, скорее я бы хотела комментарий услышать. Правильно ли я понимаю, что в условиях нашей жизни, например, если постоянно у нас идет стресс и какие-то воздействуют внешние факторы, которые нас пугают и вводят в состояние беспокойного ума, получается, что если мы как бы ничего не делаем, например, с высыпаниями, то мы вынуждены будем постоянно находиться в этих высыпаниях, потому что мы просто, мне кажется, даже если очень здоровый человек и происходит процесс очень быстро, то все равно в итоге жизненная сила не будет успевать. Я бы, наверное, хотела комментарий на это утверждение и потом еще вопрос. She would like you to comment one thing. As we are living in a megapolis and we are always subject of number of stresses every day, a lot of stresses. So if you are healthy enough, then you will be ever covered by the pimples or rashes. Not that. Нет, не так. Not that, but when you are really healthy, Когда вы по-настоящему здоровы, you will not undergo the effect of the shock of these environment, the situations around you. вы не будете реагировать на эти стрессовые ситуации вокруг. Just I will give an example. Сейчас дам пример. Ну, то, конечно, если не каждый день будут убивать вокруг. То есть это не слишком... Then you will understand. Сейчас я дам пример, и вы поймете. Suppose Предположим, you suddenly, you told me when I am explaining, suppose you said all what you are speaking is nonsense, you are например, я вот здесь вам даю лекцию, что-то такое говорю, и вы мне отвечаете, and you are not a wise person, что да вы говорите какую-то ерунду, вы вообще, вообще никакой не мудрый человек. yes, then Тогда, from my side, с моей стороны, if I am afflicted and if I am not really healthy in the internal, если я на внутреннем уровне не являюсь здоровым, и если я действительно поражен миазмами, then I will receive this shock as a shock, тогда я восприму это как шок, because if there is the effect of miasm inside, then I will have an expectation. I expect that, oh yeah, everybody of you should honor me like this. So this is so. Потому что если у меня есть псора внутри, тогда у меня есть ожидание. Значит, я прихожу на лекцию с неким ожиданием, что сейчас все меня будут внимательно слушать, они меня будут обожать, там, и, в общем, будут ловить каждое мое слово. Because I will forget that what we are doing is a common study and exchange of science, and then I will forget, and I will only remember that I am trying to present in a wonderful manner, so that I will be, honored. And when you speak against this, then I will receive a shock. Потому что если я поражен псорой, тогда я забуду о том, что я лишь часть всеобщего механизма обмена информацией и знанием, то есть я просто выполняю работу, которая мне поручена, а буду думать только о том, что это я вот читаю лекцию, я такой крутой. И тогда, если мне кто-то скажет, ты дурак, то у меня сразу будет шок, потому что мои ожидания будут нарушены. Then what happens, how I react is, Тогда что будет со мной, если я так среагирую? when I go home, Я приду домой. then I start thinking, why she said like me, И like буду this to думать, me. почему она так сказала мне. She called me unwise. Она меня назвала глупым. You only said only once, И ты сказала это только один раз во время лекции. but in my mind 100 times, 1000 times, А в моем уме я буду повторять это сотни, тысячи раз. Снова и снова буду видеть это. Тогда, доктор, мы все больные трехмиазматичные. then Увы. so then I cannot take food, I cannot sleep, Я не буду кушать, не буду спать. and then
very much agitated and disturbed. Ужасно буду переживать. So why this is? Because И почему это все будет? it is a reaction Потому что это реакция caused not in a proper manner. Неправильная. If- Моя неправильная реакция. If there is no effect of miasm, if I am really healthy, Но если я поистине здоров, если у меня нет миазма, then how will be the reaction? тогда какая будет правильная реакция? Then I will take this and think whether it is true, if there is something wrong. Тогда я in me. выслушаю то, что сказал участник, и подумаю, что-то я делаю действительно не так. If there is something to be rectified, then I will rectify. Если я подумаю, что да, действительно, я что-то тут ляпнул не то, тогда я просто исправлю это. If there is nothing wrong, А если From я my не найду side- никаких пороков там в своем изложении и буду считать, что нет, я так считаю, и я это рассказал, тогда я then I will just leave it, просто забуду об этом. and I will not entertain any wrong type of thinking about you. И я ни в коем случае не подумаю, ну, в смысле, это не будет сопровождаться никакими мыслями насчет человека, который это сказал. So this is a really healthy type of reaction. Это настоящая здоровая реакция на такую ситуацию. So if I am afflicted by the miasm already, I will always be on the wrong type of reaction. А если у меня есть миазмы, тогда это сразу ввергает меня в неправильный ход мыслей. Неправильная реакция на окружающее. Да, на любое окружающее событие. Да. So in the metropolis, in the society and all these things, if we can practice, if we can rectify ourselves and we can practice, then we can reduce the effect of the miasms in us. That is possible through the spiritual practice, through the yoga, and also Hahnemann proved that also it can be curable Тогда что нам делать? by the energetic medicine. Да, проживая в мегаполисе, действительно, мы, наверное, поражены миазмами. Что мы можем делать? Мы должны стремиться к уменьшению влияния миазмов, к освобождению от них. Это можно делать способами духовных практик, йоги. Это можно также делать с помощью лечения гомеопатии. Then you can keep yourself not getting into effects of all these shocks in our daily life. И тогда мы будем нормально противостоять любым стрессам окружающего мира. The main reason how the Sora makes the thinking of the person is Основная причина того, что псора заставляет человека вот так думать, when I expect how the other person should behave with me, then is the problem. корень причины лежит в ожидании. Если у меня есть какие-либо ожидания, тогда есть обманутое ожидание, тогда есть страдания, тогда есть все. The Sora constantly makes my mind, it is, as I told you, Sora is an itch disease. It keeps on itching your Я mind. вчера упоминала о том, что псора – это болезнь зуда, болезнь почесухи. And И constantly, это и на уровне ума тоже. Этот зуд постоянно продолжается. so this constantly makes your mind think that how the other person should behave with me. So all these И эта псора, useless она expectations. постоянно заставляет тебя думать о том, как на меня люди будут смотреть, как я должен вести себя с людьми, как он на меня, что он обо мне подумает, как он на меня посмотрел, еще что-то такое. Это вот в этом и проявляется зуд ума. Because it is illogical. The reality is, Потому you что are- это I am нелогично. concerned about how I behave with others. Потому что реальной задачей человека является только одна. Ему нужно думать о том, что он делает, как он относится к людям. Ну, то есть он должен думать только о себе, But how can I expect? о своих действиях правильных. I should never expect the other person to behave according to my expectation. И правильное понимание – это когда ты никогда не должен ожидать, что другой человек будет действовать так, как я считаю, он должен действовать. Согласно моим ожиданиям. Most of the complications and problems are created because of this. Большинство проблем коммуникации людей, оно происходит только от этих вот обманутых ожиданий. That is because the Sora, it makes our mind conditioned like that.
А корень этого лежит в псоре, которая поразила человечество уже давно. Now I'll explain how the other two miasms came into existence. А сейчас я скажу, как два других миазма пришли в наш мир. So when Sora is there, Когда псора уже присутствует в so Конституции, it has conditioned already the thinking and logic of the person. она всегда обусловливает мышление и поведение человека. And it leads the person always into wrong type of action. И она подталкивает человека к неправильным действиям. So our activity with our daily life, with the food, with the drink, with the rest, with the, И вся наша деятельность, all наша these things are ежедневная distorted. жизнь, все это нарушается. Because when miasm Sora is Как there, мы едим, как мы спим, все это начинает it will нарушаться. not allow us to follow the rules of and laws of nature. Именно псора не позволяет нам следовать законам природы. Она заставляет нас их нарушать. So this Sora will not allow us to understand, Псора не позволит нам понять, to have a proper understanding of the nature's functioning. она не позволяет нам понять законы природы, законы, по которым работает природа. And when this happens И когда это происходит with the aspect of sex, в аспекте секса, because there is, just like with food, with rest, with drink, and all these things, sex is also one of the aspects which is given to us. потому что секс это одна из потребностей человека, один из аспектов необходимых, наряду с едой, с питьем, там, и со всеми потребностями. So when there is a misuse regarding the aspect of sex, Но когда мы начинаем неправильно вести себя в области секса, then what happens is this creates a hindrance in the functioning of our vital force. тогда это начинает пагубно сказываться на деятельности нашей жизненной силы. And also at the level of mind it creates a wrong type of understanding. А также на уровне ума это создает дополнительное неправильное понимание. And a misuse of what is given by nature. И также злоупотребление тем, что дано природой. So a misunderstanding. Неправильное понимание. So when this happens, Когда все это происходит, then when we make impure activities with sex, и мы начинаем нечистые действия совершать в области секса, only due to indulgence, только из-за потакания своим желаниям, because the activity is physical, but this physical activity is the result of a disturbance on the mental level. Потому что эти действия, они совершаются на физическом уровне, но эти физические действия, они всегда являются результатом нарушений на умственном уровне. Because all the wrong activities because of disturbance on the mental level. Потому что любые неправильные действия на физическом уровне, они лишь следствие нашего неправильного мышления, понимания. It is the same thing like when I eat, when I am not hungry because of the taste, that is a wrong activity. Точно так же, например, в области поглощения пищи, если мы едим тогда, когда не хотим есть, тогда это неправильное действие. So in the same manner about the use of sex also. И то же самое распространяется на секс. So for a person who is not very much afflicted by the miasm, if in true sense, if a healthy person, потому что в истинном смысле здоровый человек, который не поражен миазмами, so his mind or her mind is not focused on the sexual activity on all the times. Его ум никогда не будет погружен в сексуальную активность. Ум не будет погружен в сексуальную активность. But when your mind starts dwelling on the aspect of sex, Но когда наш ум начинает думать о сексе, then automatically our action
is drawn towards that, тогда неизбежно наши действия тоже притягиваются к этому процессу. then when your mind is drawn by this,